Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня суббота. Ну и несмотря на то, что на улице шумно, я все равно решила снимать. Думаю, все-таки начну снимать вязовлог, либо я его никогда не начну. Я уже какой день пытаюсь начать снимать, показать то, что я тут вяжу, чем занимаюсь, но постоянно у меня какие-то проблемы со съемками. То на улице дождь, град, то пасмурно, в общем, темно, ничего в кадре не видно. Сегодня вот светло, но на улице, как обычно, детки бегают, потому что, ну, как бы выходные. Я уже думала, что буду снимать вечером под лампой, но сегодня понимаю, что, в общем, дети никуда не денутся. Ну, не бросать же из-за этого канал. Вот. Поэтому, в общем, буду все равно снимать. Потому что все-таки периодами иногда бывает тишина. В общем, подключилась показать, чем я занималась, пока отсутствовала. Мне поступил заказ. У меня теперь, можно сказать, есть постоянный заказчик, вот, который делает такие небольшие оптовые закупки. Ну, в принципе, я не спрашивала, но есть у меня предположение, что она их перепродает. Но, в принципе, мне без разницы. Какая разница? В общем, куда пойдут игрушки дальше? Мне главное связать, продать по той цене, по которой я хочу. А остальное как бы, ну, не мое дело. Все равно в любом случае это игрушки будут детям. Ну, я так предполагаю. Ну, хотя я не спрашивала, может быть, человек для благотворительности какой-нибудь их покупает. Ну, в общем, не мое это дело. Не буду спрашивать. Итак, поступил заказ на 11 игрушечек. Игрушечки небольшие в основном. Половина моих мастер-классов здесь и половина иностранная, да? Ну да, в принципе, так. В общем, мне нужно связать 2 тигренка. У меня уже есть заготовочки. Я связала все-все-все детальки. Просто хотела показать масштаб своего бедствия. Все это я вязала, получается, за эту неделю. Некоторые дни побольше вязала, некоторые поменьше. Ну, в общем, получается, с субботы или, может быть, с воскресенья вот по субботу. Итак, у меня вот 2 заготовочки на тигриков. Лисичка у меня уже была связана. Заказали собачку еще. Ну, точнее, их 2 заказали. Вот одна у меня уже готова. И нужно вторую доделать. Так. Также сюда еще в заказ идет вот такой вот олененок. Но он у меня уже был связан. Ну, сюда, в общем, для красоты положу. Можно сказать, покупают уже новогодние игрушки. Тигрики у нас, можно сказать, новогодние. И вот олень с красным носом. Далее игрушки у меня идут те, которые уже, ну, заказчица покупала, да. У меня вот были ослики. Я когда-то, наверное, года 1,5 назад вязала, а может быть даже 2 осликов. И снова у меня заказали этих 2 осликов. В общем, 2 года лежали, никому не нужны были. А теперь получается, что у меня вот еще 2 ослика связались. Я им уже тут все вывязала. А осталось мне вот все-все-все детальки именно пришивать. То есть вот у меня и лямки здесь. Ну, в общем, надо все это дело собрать. Голова. Ну, все детальки у меня вот есть. Уши. Уши здесь вывязываются жаккардом. Я вам оставлю ссылочку на группу ВКонтакте. Там у меня есть мастер-класс по этим осликам. И также оставлю вам ссылку на видео мастер-класс. Ну, в общем, там какие-то пояснения есть. Девушка вязала на ютубе.
В общем, я, если честно, не смотрела подробно ее видео, но, скорее всего, там она вставляла схему и показывала какие-то моменты. Вот. К ним мордочки у меня. Ну, в общем, все-все-все есть. И вот такая еще кучка у меня здесь. Две лягушечки и жирафик. Вот, кстати, у меня такая лягушечка стоит в магазине уже, не знаю, месяца 2, наверное, 3. Да, больше, наверное. Ну, в общем, я ее не сразу туда отнесла. Но смысл того, что там стоит давно, и никто не покупает. Вот. А заказчица это уже 5-ю лягушку заказывают. Ну, 3. Первый раз заказала, и вот в этот раз 2. Это мастер-класс иностранный. В общем, у меня часто спрашивают, где взять мастер-класс, это все такое. Этот мастер-класс можно приобрести. Я оставлю ссылку на Инстаграм. Заходите в Инстаграм, там ссылка на Фейсбук. Заходите туда, пишите автору, и она вам продаст мастер-класс. Мастер-класс платный. Вот. И вот такой вот жирафик. Ну, в принципе, кто вязал или кто видел, я как-то вязала много разных таких вот зверюшек. Конечно, всю коллекцию не смогла осилить. Всю коллекцию, конечно, не смогла осилить, но многие игрушки связала, и они успешно продаются. И в магазине на полочке, и вот как бы заказали. Ну, здесь у меня еще вот хвостик. В общем, представляете, вот это вот все безобразие надо перешить. Тут еще вот кармашек есть. Вот такой кармашек. Нужно сюда пришить ослику. И там где-то еще зелененький такой есть. Ну, в общем, связала всего-всего. И вот хочу сейчас показать вам это все и сесть все пришивать. Мне прям интересно, сколько часов я это буду все пришивать. Конечно, я, прям так засекать не буду, но мне интересно. Вязать, конечно, мне больше нравится, но без пришивания никуда не деться. Я, кстати, очень рада, что вот эти вот мои мастер-классы, они такие вот быстренькие. И тут по минимуму пришиваний. Прям мне нравится. Не то, что там надо голову эту пришить. Здесь, конечно, можно было тоже вывязать, но форма головы поменялась бы, так как здесь убавки идут от макушки, да, вот так мы вяжем, и здесь вот убавки. А когда, допустим, мы вяжем с прибавками, то форма головы меняется. Вот. Ну, в общем, заказывали там у меня по фотографиям, поэтому нужно вязать именно так, как фотки в Инстаграм, в общем. Да, заказ этот у меня с Инстаграма пришел. Ну и как предыдущие. Так, смотрите, что еще хочу показать. Вот эти вот все игрушечки я вязала крючком номер 2. Плотненько они у меня набиты. Ну, вот так вот. Вот так вот они плохо сжимаются. А вот этого ослика, ну и в принципе этого тоже я вязала крючком 2,25. Вязала специально, чтобы было побольше игрушка. Так как первые осликов, которые я отправила заказчице, они вязались давно. И там у меня плотность была не такая плотная. Ну, игрушки были такие вот мягенькие. Ну, не знаю, тут, наверное, видно, да, что они вот так сжимаются. Вот. И я решила уже как бы не рисковать. Если я начну вязать крючком номер 2, то игрушка получится намного меньше. Ну и, в общем, размер другой уже будет. Поэтому решила вот 2,25 вязать. Вот. В общем, вот такие вот дела. Кстати, голова тоже растянулась. Видите, вот такие как бы черные точки, да, это такие, ну, в общем, пряжа растягивается, и
Ну, Hollow Fiber, конечно, не видно. Ну, кстати, на камеру серый цвет покрасивее выглядит. Но голова, она, ну, вот такая вот мягкая. Я ее могу вот так согнуть. Тут даже Hollow Fiber вылазит. Ну, в общем, вот так она сминается хорошо. То есть у этих игрушек я так сильно, ну, не сомну. То есть я даже сминаю вот сильно, да. Ну, в общем, такое упругое полотно получается. А у этих вот прям такая она, видите, мягкая. Я не могу даже сюда больше наполнить, потому что полотно тянется. Вот. Но, кстати, вязать было намного легче, так быстрее, так как, ну, крючок побольше. Но, скорее всего, больше так не буду делать. Только если какие-то брелочки буду вязать, чтобы просто они были побольше. А так вязка мне моя не нравится. Вот такие вот дырочки. Может быть, кто-то скажет, что это фигня. Типа ничего не видно. Но в жизни разницу видно. Особенно для тех, кто возьмет две игрушки вот в руки. Он увидит. Кстати, вот даже детальки по весу. Вот это прям такая тяжелая. Это такая легенькая. Ну, просто много не набьешь сюда. Вот. В общем, вот такие вот дела. Лежит у меня джемпер, топ, нифига не вяжется. Ой. В общем, вот такие вот продвижения. Вот такой заказик поступил. И, наверное, я когда соберу, подключусь, покажу вам сразу готовые работы. Так как что-то мне в последнее время не получается снимать видео о готовых работах. Я пропустила 2 месяца. Не знаю, может быть, сейчас у меня получится снять видео о готовых работах за лето. Ну, в общем, наверное, буду стараться сразу показывать. А то я вам показываю только процессы, а готовые работы практически не получается показать. Вот. Лежит у меня еще топ. Практически не продвигается. Ну, ничего, вот, заказ выполню. И потом продолжу вязать то, что мне хочется. Я решила, что если попадается как бы такая возможность хорошая, то почему бы и не связать. В общем, на этом все. Увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Снова всем привет. Сегодня у меня уже четверг, и я подключилась показать, что я наконец-то закончила заказ. И покажу вам кучу готовых работ. Так, в общем, связалась у меня 2 тигренка. На одного у меня уже была заготовочка, а второго я связала. И, кстати, у них совсем немножко, но есть разница. В общем, у этого туловища, ну, сантиметра на пол получилось меньше. Ну, а так, в принципе, практически одинаковые. Так. Далее я собрала вот таких вот осликов. В таких вот комбинезончиках. Я не помню, кто автор, но оставлю вам ссылочку на группу ВКонтакте, и там вы найдете описание на этих осликов. Вот. Кстати, девочки просили называть цены, по которым я продаю. В общем, в принципе, мне не жалко, но вы не ориентируйтесь на мои цены. Цены у меня достаточно такие низкие. Свои игрушечки по вот этой вот схеме, в которой нужно пришивать только вот, допустим, животик, мордочку и ушки. Ну и хвостик, да. Если хвостик не вязывать, а пришивать, да. А так, игрушка цельновязанная, я считаю, что она достаточно простая, поэтому вот
За такую игрушку я беру 500 рублей. Игрушка из полухлопка. Вот такие вот ослики у меня уже заказывают второй раз. Первый раз я просто для себя их вязала, выставила фотографию в Инстаграм, и у меня их купили. Так как фотография была 19 года, то цена у меня там стояла 650 рублей. Ну и хочу еще также пояснить то, что игрушки, которые у меня в наличии, я продаю намного дешевле, чем если их заказывают. То есть, если кто-то мне напишет, там, хочу столько-то таких-то игрушек, то они будут подороже немножко. Ну, буквально там на 100, на 200 рублей. Так как заказчик выберет, в каком цвете нужно. Я потеряю время на то, что буду общаться, договариваться про цвета, про все вот это вот. Возможно, у меня не будет какого-то цвета в наличии, мне придется ехать за пряжей. Ну и все остальное. Но так как вот такие вот у меня фотографии были, и цена там была 650 рублей, ну, как бы старая цена, то вот по 650 я их и связала. Именно в той же расцветке, в которой они у меня были в Инстаграм. Да, эта игрушечка, конечно, посложнее. Здесь нужно и одежду вывязать. Но, в принципе, по росту они одинаковые. Максимум, что здесь вот ушки, да, побольше. То есть, если моя игрушка там, 14 сантиметров, то это получается где-то 20-21 сантиметр. Ну, в общем, как-то так. Ручки я здесь вязывала. Вот это вот вяжется все одной деталькой. Вот эта передняя часть, лямочки. Все это, в общем, посмотрите, если кому интересно. В описании все это одной деталькой вяжется. Кармашек пришиваю, ушки, мордочку. Все. Остальное как бы ничего страшного, кроме ушек. Ушек я вывязываю жаккардом, чтобы ничего не пришивать. Ну и, в принципе, так оно было в мастер-классе. Вот. Далее у меня вот такая вот лисичка получилась. Я показывала буквально вот в предыдущем кусочке, что ушки у меня были с черными кончиками, но я приложила уже все, посмотрела, ну и как-то, в общем, мне не понравилось. Не знаю, вроде у девочек смотрела, оно хорошо так смотрелось, но потом я досмотрела, что у девочек вот эти вот части ножек и ручек были связаны из белого цвета. А ушки уже вот эта часть совсем небольшая, тут или один, или два рядочка были черненькие. И смотрелось оно хорошо. А когда я приложила эти ушки с черными кончиками, и ручки такие черненькие, и ножки, ну, в общем, смотрелось как-то не очень. Вот. В общем, такая вот милая лисичка. 500 рублей. Ну, в принципе, все у меня по этой схеме 500 рублей. Далее собачка. Вот такая вот. Вы на нее уже видели мастер-класс. И таких собачки мне нужно было две связать. Одна у меня была. И вот вторая. Так. Далее я собрала лягушечек. Вот такие вот жабки получились. Такая игрушечка у меня 400 рублей. Здесь пришиваются глаза, щечки и животик. Ну и голова. Точно, голову отдельно же пришиваю. Вот. А ручки ввязываются. В принципе, здесь и голову можно было бы вывязывать все, ну, как бы вместе. Но немножко меняется форма, поэтому мне тут пришивной вариант больше нравится. Вот. Как бы вот такая вот разница в размере. И разница в игрушке 100 рублей. Да. Цены я придумала сама. Никак их не рассчитываю. Просто вот смотрю на игрушку и думаю, сколько мне было бы не жалко дать за нее.
Далее собрала жирафика. У жирафика здесь побольше пришивных деталей. Как бы здесь ушки, рожки, мордочка, и вот пятнышки. Поэтому жирафик у меня 450 рублей. Кстати. А, нет, у меня, по-моему, хвоста и в прошлый раз не было. Или был? В общем, надо сейчас пересмотреть видео. По-моему, у меня не было хвоста. Да. Не, ну надо посмотреть. По-любому его не было. Если в мастер-классе не было, наверное, у меня его тоже не было. То получится нехорошо. Я не помню, в предыдущем заказе был хвост или нет. Так, в общем, 450. Далее в этом же заказе у меня олень. Вы его видели в готовых работах. Так. Потом девушка попросила мне связать еще 2 брелочка. 2 черепашки вот такие вот плюшевые. На них мастер-класс также есть на канале. Вот. В общем, вот такие. Здесь у меня, видите, такой шовчик. Ну, в общем, как-то так. Вот такие вот черепашки у меня 200 рублей. Они плюшевые, быстро вяжутся, ничего пришивать не надо. Ну, как не надо. Тут буквально 2 стежочка на шее притянуть, в общем, к телу. А так это все цельновязанное. Так, и еще вдобавок к этому заказу у меня идут вот такие вот пончики, брелочки. Это мой мастер-класс, он есть в Инстаграме. Если я не ошибаюсь, ВКонтакте у меня тоже есть. Вот. С вот такими разными присыпочками. Да, в прошлый раз у меня, по-моему, 10 было пончиков, в этом только 4. Так. И в этот раз я не постеснялась и решила предложить заказчице еще вот таких вот котиков. Вообще, как бы они у меня лежали, чтобы в магазинчик отнести, но как-то дело не дошло. И вот этих вот котиков она тоже забирает. Я их, в общем, отдаю по 300 рублей. Они маленькие. Я в готовых работах показывала. Они у меня получаются 11 на 7 сантиметров. Вот. 300 рублей. Так, этого тоже забрали. И забрали еще вот такую вот единорожку. Также заказчица спросила, одна ли она у меня в наличии. Вот. В общем, надо будет еще вязать. Понравилась она. В прошлый раз у меня забрали 2 единорожки. Даже мне пришлось одну с магазина забирать, потому что я одну показала, и, в общем, заказчице понравилось сразу 2. Вот. Поэтому одну забрала с магазина, и вот ту, что успела связать. Ну, кстати, так завязалась, что, в общем, связала сюда круглый животик. Здесь у меня в мастер-классе сердечко такое вот пришивается. Но что-то пошло не так, и у меня вот здесь кружочек оказался. Ну, я думаю, так тоже смотрится хорошо. Вот. Такая красота. Единорожку я продаю за 800 рублей. Вот. Здесь, конечно, грива намного попышнее, чем я обычно вяжу. Но это уже была моя прихоть. Я извязывала весь до остатка вот этот вот батик. Так. Вот так она сзади смотрится. Вся в кудрях. Ну, я думаю, шикарная игрушка за такую цену. Так, и, по-моему, я не сказала про пончики. Пончики вот такие вот 200 рублей. Да. Ну, в общем, как-то так. Также хочу сказать огромное спасибо, что вы мне под предыдущим видео писали по поводу авокадо. Какую цену поставить на авокадо. Конечно,
Все написали, что нужно ставить 150, так как у меня низкие цены. Но что хочу сказать. Так как я вяжу их не на заказ, а так как они мне нравятся, они продаются, я, в общем, не ставлю особо большую цену. Потому что мне нужно, чтобы игрушки, которые в магазине, не просто стояли на полочке, а еще окупали свою аренду. Так как аренда полочки в месяц стоит 1400 рублей. То есть независимо от того, продались игрушки или нет, мне нужно заплатить. Вот. Поэтому у меня на полочке не только как бы игрушки подороже, но и дешевые. Чтобы, грубо говоря, за неделю там 300 рублей, да, надо заплатить. Ну, плюс-минус. Вот. Чтобы все равно за неделю что-то за 300 рублей у меня купили. Там пусть 2 брелочка или что-то. Как-то так. В общем, вся такая дружная компания сейчас упакуется и поедет поближе к морю. Заказ у меня из Сочи. Вот. Так. Ну что, вроде бы все показала, все рассказала. В принципе, больше на этой неделе ничего не вязалось. Единственное, что я вот приготовила себе корзинку и хочу повязать еще игрушечки. Вот у меня такая деталька связалась. В общем, толком ничего еще не связалось, можно сказать. Но это будет куколка. Я хочу уже начать вязать что-то к Хэллоуину. И как вы видите уже по расцветке, это у меня будет ведьмочка. Вот. Буду вязать по бесплатному описанию с канала Vivi Toys. Вот. У меня было связано по этой схеме 2 куколки. 2 куколки продались, по-моему, зимою. Да, под Новый год они продались. И вот я хочу восполнить. И еще начну вязать тигриков. Я хотела вязать по 2 тигрика в месяц, но уже, наверное, побольше надо вязать. Так как уже сентябрь, тут октябрь, ноябрь и уже декабрь. В общем, нужно будет делать упор на тигриков. Может быть, я какую-нибудь схемку придумаю, чтобы он был поменьше, был брелочком. Потому что, ну, пока как-то я не нашла схемок таких вот быстрых. Ну, чтобы, в общем, игрушка недорогая была и не трудозатратная. Вот. Вот такие у меня продвижения, такие готовые работы. Чудесный заказ у меня в этом месяце. Наверное, я буду заканчивать на этом этот вязовлог. Пусть он будет такой короткий, сумбурный. Ну, в общем, как-то так. Вот. И потом уже начну снимать новый. Так что хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за подписки, за комментарии, за все-все-все. И всем пока.